И снова всем здрасте, я уже... Ой, не туда, пардоньте. Уже который раз. Второй раз за сегодня и в четвертый раз, если за последние 2 дня. Такие вот дела. Вчера было 2 стрима, сегодня 2 стрима. Но зато мы вчера зафиналили основную кампанию. Первое DLC, сегодня второе DLC и сейчас третье DLC у нас на подходе. Третье, последнее, заключительное DLC под названием Серебряный луч. Приступаем сразу же. Нечего тянуть. Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Начинаю запись. Ограбление музея несколько дней назад стало началом беспощадного наступления на город. Количество жертв лишь растет. Вчера капитан Юри Ватанабе была отправлена в отставку после того, как чуть не убила Дона Маджи и Кувалду. По слухам, она сказала, это меня не остановит. Примечание. Заняться этим позже. Не думаю, что это конец истории. Тем временем Кувалда, который, как считалось, погиб, сумел выжить и сбежать из-под стражи. Полиция ищет его, но у них нет ничего конкретного. Его люди продолжают охотиться на оружие и технику Соболя, включая нечто по имени Проект Олимп. Нам удалось выяснить, что Проект Олимп – совместное начинание Аскорб и Соболя. Некая биотехнология для превращения людей в непобедимых суперсолдат. Кувалда жестоко безумен, а теперь выходит еще и неуязвим. Но главное сейчас – выяснить, где скрывается Кувалда. Вопрос в том, что нам делать, когда мы его отыщем. Привет, МJ. Я следую за копами на завод Аскорб. И похоже, что парни Кувалды взялись за старое. Про Юри новостей нет? Пока нет. Скучаешь по ней, да? Да, было здорово. Ну, конечно, не так, как у нас с тобой, но все же. Ну да. В общем, я кое-что разузнала. Аскорб наращивает производство снаряжения по проекту Олимп. Видимо, именно поэтому люди Кувалды и атакуют завод. Заказ по Олимпу Аскорб выполняет для Соболя. Она заключила сделку с Осборном во время дыхания дьявола. И оказывается, все это должно пойти на экспорт. В Симкарию. Симкария же ее родная страна. Где сейчас идет кровопролитная гражданская война. Ты слышал об этом? Нет, мне сейчас не до международных новостей. Немного занят местной войной тут, в Нью-Йорке. Там жуткая история. Расскажу, как будет время. Да, буду рад поговорить о чем-то, кроме Кувалды, для разнообразия. Слушай, как насчет взять отпуск, когда все это закончится? Отпуск? А что это, я не очень в курсе. Да, я тоже. Но правда, он нам нужен обоим. Надо что-нибудь придумать. Сообщи, как выяснишь, что там на заводе Аскорб. Хорошо. Ну давай! Это что, танцевальный баттл? Обожаю их! Моя очередь! Новая броня, конечно, клевая, но я скучаю по вашим убогим нарядам а-ля 70-е. Сразу переходите к делу, да? Слушайте, а вы вообще по жизни дружите? Или так, коллеги? Ваша контора как-то слишком резко разрослась. Вы, поди, друг с другом и не знакомы. Позвольте представить вас друг другу. Винни — это Винни. Винни — Винни. Почему никто не смеется? Стойте! Может, вы не смеетесь, потому что вас всех правда зовут Винни? В таком случае приятно Очень познакомиться, смешно, это Винни. очень смешно. Винни, Я смеюсь. И с остальными Винни. Я так смеюсь, прям на полу валяюсь.
Привет. Не знаю, как тебя называть. Очень сложный ник. Прибью, гада! Как хочешь. Разок, и ты труп! Ладно, как хочешь. Привет тебе. Ты здесь впервые у меня на канале? Так ведь? Или может уже заказывал? Но я просто не помню. Да, впервые тогда добро пожаловать. Человек-паук! Сыграем в «Спаси свинью». Вот грубиян. Спаси свинью. Знаешь эту игру? Играл, может, в У меня нее? недобрые планы. Или видел у кого-то? Привет, засадники. Куда делся ваш друг? Что, молчите, да? Может, просто не слышите меня и Может, даже своих несколько ранцев? раз проходил. Шикарные у вас ранцы. Все такие дают. Дайте догадаюсь, вы их просто на дороге нашли. Знаете, вам бы начать самим что-то делать, вместо того, чтобы все воровать. Самим же приятнее будет. Может, не будете вечно такими злыми. Это делает, я по-честски расслабился. Я тебя урою! Ах ты, тварь! Что за черт? Играл один день. Я тебя раздавлю! А что так? Не понравилось? Или не затянуло? Или дела отвлекли? Подготовки моего прихода! Не затянуло. Понимаю. Я вот тем временем уже Я тебя там не достану! основную кампанию буквально вчера зафиналил, и вот уже третий DLC приступил к нему. 2 DLC уже тоже зафиналил, и вот осталось третья, последняя. И с этой игрой будет у меня все. Что, весело? Не надо! Но стримы смотрел кучу раз. Эй, эй, эй! Подходи, если не слабо! Ты меня Значит, на слабо знаком с берешь? этой игрой. Серьезно, что? Ли. Ой. Это твое? Нет. Но как было бы круто. Опа. Знакомая тетка. Ты в порядке? Да, да. Давно не виделись. На кого работаешь? На кувалду. И где этот кувалда? Постой! Может, возьмем по чашке кофе и поговорим по-человечески? Кстати, мне нравится эта твоя летающая штука. Скажи мне все, что знаешь. Ну, без пушки в лицо у меня дикция лучше. У тебя 3 секунды. Просто опусти оружие. 1, Ты это серьезно? 2, 6, 9, 100, 500. 3. Не, ну я не думал, что мы будем драться. Я думал реально, выпьем по чашке кофе. Какое дыхание? Вдох, выдох. Говори, где найти кувалду. Сам не знаю, но мы можем перестать мутузить друг друга и объединить силы. Объединить? Нет. Чем я тебе не угодил? Почему нет? Стой! Ты что, Джеймсона начала слушать? Ты вроде должен защищать город. Но при этом просто так позволяешь кувалде воровать мое оружие и припасы. Ничего я не позволяю. Наоборот, постоянно пытаюсь его остановить. Графика каждый раз поражает, когда вижу игру. Это точно, да. Я когда впервые вообще на первом стриме запустил и впервые увидел вот эти вот полеты, я просто ахнул.
Тут абсолютно согласен насчет графонии. А во второй части, наверное, будет еще получше. По душам кофе лучше говорить. Согласен, да, вот тоже об этом же подумал. Пытаешься. Очень. О, обидно. Но ты Лучше права. бы кофе. Кто знает, может, ты втайне работаешь на него. Ого, это уже слишком. Я тебя не знаю. Да хорош. Очевидно. И не доверяю Сколько тебе. у нее серий Держись атак. подальше от меня, если не хочешь неприятностей. А что будешь в это время делать ты? Найду кувалду и прикончу его. Ну точно не кофе ну пить. удачи. Он не очень-то смертен. Он не знаком со мной. Я, может, должен что-то в этот момент нажимать, когда меня так вот перекидывает через плечо. Ау. Ну, тетка, ты жжешь, конечно. Во втором вроде будет графика лучше Киберпанка. Я уже в предвкушении. Кажется, ты напряжена. Успокой дыхание. Вдох, выдох. Говори, где найти кувалду. Сам не Дышим. знаю, но мы можем Дышите, утусить друг дышите. друга и объединить силы. Объединить? Нет. Чем я тебе не угодил? Стой! Ты что, Джеймсона начала слушать? Ты вроде должен защищать город, но при этом просто так позволяешь кувалде воровать мое оружие и припасы. Ничего я не позволяю. Наоборот, постоянно пытаюсь его остановить. Плохо пытаешься. Очень. О, обидно. Но ты права. Обидно, да. Кто знает, может, ты втайне работаешь на него. Ого, это уже слишком. Это уже теории заговора. Очевидно. И не доверяю тебе. Держись подальше от меня, если не хочешь неприятностей. А что будешь в это время делать ты? Найду кувалду и прикончу его. А, ну удачи. Он не очень-то смертен. Он не знаком со А мной. можно мне тоже такой щит, который будет все отражать? О, прогресс. К черту! Да что это с тобой? Ты же из хороших парней. Да, я из хороших. Но я не парень. Ой, Да уж, трудности перевода. это что было только что? А как же, выживешь, поблагодаришь? Намек на повесточку? Задание выполнено. Доступен новый костюм. Покажите. Господи. Очередной терминатор. Только можно. Эй, МJ, угадай-ка, кто вернулся. Я знаю, кто. Соболь. Откуда ты знаешь? Работа такая, все знать. Полагаю, она здесь, чтобы помешать кувалде украсть свои грузы. Это хорошо. Может, вы с ней сработаетесь. Нет, Вот в данный момент это не не думаю. очень реалистично. Ну ладно. Я начала разбираться, что творится в Симкарии. Хватит нести всякую ерунду! Чудила? Как ты... Живо! Чудила. И Перлман, пока я и мои фанаты не сдохли от скуки! Что? это чудило во всех DLC меня преследует со своими На испытаниями. сей раз выдумала. Надо поспешить, пока никто не пострадал. Естественно, я не буду это делать. Вот этот единственный раз по сюжетке, когда меня заставляют. Ладно, а дальше я просто пойду дальше по сюжетке. Все эти испытания мне вообще фиолетово. Если они объединились, было бы лучше. Согласен. Кто-то может решить, что я этому рад. И в некоторой степени это чистая правда. Но я устал от бессмысленного насилия, творящегося на наших улицах.
с которым чудак в маске справиться не смог. Он не смог Киборг-убийца. остановить кувалду и его людей. Да там больше половины таких костюмов, Еще больше всяких хаос киборгов и оружия терминаторов. Соболь Интернешнл. Кстати, о Соболь. Мисс Добро с кулаками вернулась в Нью-Йорк на борту какого-то летающего мисс Добро. крейсера-шмейсера. И где, спрашивается, был Крейсера, этот крейсер, шмейсера. когда Отто Октавиус и Мартин Ли разносили наш город в щепки, а? Пылился на складе в Симкарии. Какая жалость, что она и Человек-паук не хотят сделать нам одолжение и уничтожить друг друга. Ну, мы пытались. Надеюсь, больше не повторится. Вау! Неужто это мой любимый супергерой насекомое? Готов к 3-му сезону? Не сказал бы. О, веселей, не смурней! Мы приносим радость миллионам фанов. У меня огромные планы на этот сезон. Если мы наберем 50 миллионов подписчиков, я закачу эксклюзивную вечеринку. Вечеринку, да? Похоже, хорошая возможность наконец покончить с ее выкрутасами. Думаю, что стоит подыграть ее планам. No. Очень надеюсь, что она сейчас там зависает. No. О, нет. Я говорю ее языком. Нужно отправить ее за решетку, пока я от нее не набрался. Обновите мне сюжетку, please. Буду очень благодарен. Не хочу делать эти испытания, не хочу. Еще будет 3 каких-то занятия, которые пока что недоступны. Слева вверху видно на таблице. Ну, надеюсь, неподобные какие-то испытания. Они мне не нравятся. Или мне придется опять сейчас читерить. Иначе сюжетка не обновится. А, нет, кажется, обновится все. Прости, МJ, что отключился. Нужно было с чудилой разобраться. Снова. В последнее время в твоей жизни много женщин. И ни с кем из них не просто. Ой. Кроме тебя, конечно. То есть я, значит, простая. Ну, нет. Если тебе хочется, чтобы я считал тебя замороченной, то с тобой заморочки хорошего типа. Вот так. Неплохо. Спасибо. Ладно, я продолжу искать следы кувалды и сообщу, если найду причину заморочиться. А я побегаю по городу и поделаю обычную паучью работу. Нет, все равно придется ждать. Ладно, попробуем опять читерить. Всем постам. В финансовом квартале... Все. Я только собираюсь и так сразу Это могут быть обновляется. люди кувалды. Надо проверить. то я полетел. А во вторую часть ты, кстати, тоже смотрел? Или, может, играл? А Майлса Моралеса играл? Или смотрел? Я... Нет. Я только вот эту часть впервые попробовал. Вот. Почти прошел ее уже. Но вторую и Майлса тоже когда-нибудь доберусь до них и тоже попрохожу. Я скоро приду. А, окей, хорошо. Буду ждать. Открывай сам! Или мы тебе поможем! Отвалите от меня! Надо добраться до водителя раньше них. Эй, приятель, ты не отопрешь? Вас интересует новая техника даром? Дождались бы Черной Пятницы, как все! Пора раздавить насекомое! Я слышал, что они вызвали подмогу! Кто-нибудь зовите подмогу!
Скажите следующим, чтоб пиццу захватили, ладно? А то я проголодался. Еще немного, и мы внутри! Я ломаю дверь, а ты паука! Они снова полетели! На помощь! Эти парни всерьез крадут технику Соболя. Хотя они всегда все делают всерьез, честно говоря. Спасибо, паук! Расчистить район! Что там, МJ? Люди Кувалды атакуют погрузочную эскорт у Сипорта. Понял, направляюсь туда. У меня вопрос. Мы знаем, что Кувалда успел украсть большую часть оружия Соболя и кучу всего из хранилищ полиции. Теперь он ворует предназначенное для Симкарии. Где он хранит все это добро? Без понятия. Но если мы узнаем, сможем перекрыть ему кислород. Я попытаюсь изучить перемещение его людей по карте, и, может, смогу из них что-то понять. Это идея. В общем, я почитала о ситуации в Симкарии. Правящий диктатор убивает собственный народ. Судя по всему, Соболь в одиночку вооружает повстанцев. И не все идет по плану. Кажется, то, что у нее крадет Кувалда, ей бы пригодилось. Вот почему она в такой ярости и в отчаянии. Может быть, но мне кажется, ярость ее привычное состояние. Расскажу, что найду на погрузочной станции. Он здесь! Шевелитесь! Эй, куда же вы? Я только пришел! Он к ним в гости пришел. Блин, как же больно бьют. Я, кстати, тебя спрашивал, но ты, видимо, в этот момент как раз уже отошел, то что играл ли ты во вторую часть уже именно, или, может, смотрел тоже ее только? Потому что я вот только вот эту часть впервые попробовал. Ни вторую часть, ни Майлза Морализа я еще не играл. Хотя в планах есть. Еще не смотрел и не играл. Майлза Морализа тоже? Или только вторую? Я что ту. Не играл, не видел почти. Что-то я долго их догоняю.
Наконец-то. Похоже, что вы, ребята, торопитесь. Но это совсем не имеет отношения к награбленному добру там позади, да? Уверен, это все просто недоразумение. Полиция скоро приедет и поможет вам вернуть то, что вы случайно украли. Побудьте тут, а я помогу вашим друзьям. Друзья, стойте. Давайте выпьем чашечку кофе. О нет, меня нашли! Ладно, раунд за тобой. О, нет. Ты выиграл билет в один конец на Райкер. Так, еще 2. Отстань, отлепись. С пиццей, да, с пиццей обязательно. Как он любит, с двойной пепперони. Будет самое то. Ну, по идее, вторая часть имба должна быть. По идее, да. Учитывая, что вот эта часть тоже очень и очень крута. Я уже представляю, что вторая часть еще круче должна быть. Она так убьет кого-нибудь! А это что еще такое? Самолет? Окей, просто валим отсюда. Нет, только не парк. Она подстреляет. А то я не вижу. Гони быстрее! Прошу прощения, граждане, мы буквально на минутку. Офигеть, такой самолет летает посреди города. Лупит всех и вся. Если бы вы остановились пораньше, нам бы не пришлось сейчас разговаривать. Ай! Соболь, что ты творишь? Ты только делаешь все хуже. Дай мне разобраться с остальными. Я не могу позволить им сбежать. Отлично, подмога. О, чем они стреляют? Она перевести нам свой квартал разнесет. Догадываюсь, что обо всем этом... Ай. Джейн. Меня-то за что? Не круголя наматывают или что? Понял. Сейчас буду. У Кувалды теперь есть дроны? Он слишком увлекся модернизацией своих активов. Эти дроны нацелились на Соболь. Надо ей помочь, верно? Верно. Верно. Только нам за это спасибо не скажут. По-любому. Еще отпинают благодарность такую. Один готов. И уронил. Поднимает новых дронов. Нужно ее сбить. Понял. Вывожу остальных. Если осяду на крыло, смогу использовать оба эжектора. Соболь, давай проясним кое-что. Я вообще-то пытаюсь тебе помочь. Отвали, паук. Непременно. Но сначала я разберусь с этими дронами. С удовольствием. Эй, Соболь, теперь все чисто. Видимо, на Симкаре теперь за последним грузовиком. Видимо, нет. Ладно, я понял намек. Она просто летает и громит город.
порядке ты? Где твой кувалда? Он меня убьет, если скажу. Так что делай, что хочешь. Тише, стой! Слушай, нам нужно одно и то же. Если объединимся, мы найдем его. Поверь мне. Ага. Работаем вместе. Как партнеры. Ага. Партнер. Ага. Убедительно. Так ты звякнешь? Она не робот. Уверен на 77%. Внимание патрулям, произошло нападение. Не нравится мне это. Нужно проверить. Так, давайте проверим. Эй, Питер! Майлз, закончил с делами? Да, теперь я понимаю, почему они важны, но слушай. Я взглянул на те эжекторы у тебя в сумке. Они для меня? Только когда ты будешь готов. А почему ты рылся в моей сумке? Блин, Люди кувалды Прервался прижали агента разговор. Соболя. Не очень-то честная схватка. Надо уравнять шансы. на самом интересном месте. Валите меня! Не так получится. Прибью, гада! Вот так! Эй, научил бы ты меня этим трюкам. Да, здесь особо нечему учиться. Я просто стараюсь не подставляться под пули. Но я твой должник. А что им было нужно? Это гуманитарный груз, идет в Симкарию. Ты ведь слышал, что там? Что-то вроде гражданской войны. Точно. Ну, они напали на меня и украли большую часть. Куда они его дели, я не знаю. Я попробую поискать и сообщу, если что. Рад встрече. Дэвид. Дэвид Абадеми. Паук. Человек-паук. Ну, в моей голове это звучало не так глупо. Алло, МJ? Питер, отправляйся Алло. в Сохо. У меня для тебя есть зацепка. Мой тюремный источник сообщил, что ребята кувалды часто торчат в одной пиццерии. Может, ты сможешь их отследить и разузнать, где склады кувалды? Знаешь, я иногда мечтаю, чтобы мы звонили друг другу и просто рассказывали о наших делах. Как обычные люди. Ладно. Так, как твои дела, милый? Ну, Соболь и я поймали пару... Нормально, милая. Значит, вы все же команда. Ну, в теории. Вам надо как-то договориться. Кувалда слишком силен для вас по отдельности. Мой источник также сообщил, что Кувалда использует проект Олимп, чтобы еще сильнее улучшить себя. Сильнее? Да он и так просто ходячий танк. Вот и я о том. Если не вы двое, то его уже никто не остановит. Озвучка на максимальном уровне. Согласен. Младшая похищает парня.
партию снаряжения Соболя. Проследуйте к северу от Хаустон-стрит. Да, слишком много народу. Мне не удастся подойти ближе, выглядя вот так. Надо бы снять костюм. А я просто спросить можно? Откуда берется паутина? Вот. Теперь я обыкновенный горожанин. Кажется, это место получило звездный отзыв в Бьюгл на той неделе. Вот народу и много. Это твой или мой? Мой. Да, чего? Ладно, скажи, мы уже едем. Эй, пошли. Нужно кое-что сделать для Тони. Сейчас? Но мы уже почти первые. Знаю. Ну что делать? Нужно сделать кое-что для Тони? Это точно люди кувалды. Надо проследить. Но издали. Я беспалевный. Ноутбук. Я обычный В гражданин. машине забыл. Серьезно? А какого хрена он сам не может сходить? Видать, сделать что-то более важное для босса. За нами что, хвост? Спокойно, спокойно. Вроде нет. А где сейчас босс вообще? Не в курсе. Ха, ну, Тони Никаких должен. хвостов. Он у босса на примете. Эй, долбаный Тони. Это я должен быть у босса на примете, а не он. Ага, ну да. Эй, ты этого парня не знаешь? О, кто-то запустил видео с котиками. Надо его срочно посмотреть. Срочно видео с котиками. Все они сейчас одинаковые. Самое время. Боссу придумать ловушку для той девки, Соболь. Ага, черта с два она сработает. Не знаю, по мне так хороший план. Если поймаем ее, то получим остальное ее добро. Теперь ты на стороне Тони? Все с тобой ясно. Слушай, мне тут надо переговорить. Подержи народ подальше пару минут. Ага. Блин, долбаный Тони. Долбаный Тони. Нужно подобраться, чтобы услышать разговор. Если я не могу просто подойти, то, может, сверху выйдет? Нужно спрятаться. Нельзя лазать по стенам у всех на виду. Найти Меня безопасное никто не место. видит. Теперь можно лезть на крышу. Прямо так? Я бы мог зависнуть над ними и подслушать. Надо добраться до переулка. Оу, е. Беспалевность 1000 уровень. Это точно. Кстати, мы еще ни разу в гражданском не занимались паучьими делами. Прямо так вот по крышам прыгать. Ни в оригинальном сюжете, ни в других DLC. Вот сейчас впервые. Я не ошибаюсь. Клянусь надгробием матери. Думает, что первый в очереди. Ха! В очереди почистить мне обувь скорее. Ага, то-то и оно. В общем, Тони нужен его ноутбук. Видимо, там какие-то важные вещи на нем. Естественно. Мы ее на C3 поставили. Место C3. Если я заполучу ноутбук Тони, это может помочь найти кувалду. Спасибо. О, ха. Очень увлекательная беседа, но с меня хватит. О, мы моментально переоделись. Я разберусь с этим клоуном. Там клоун. Что за фигня? Тебе привет от босса! Поберегитесь! Черт, береги! Я все равно тебя... Он просто скачет! Вот так! Так, Вот и где все. же этот ноутбук? Не то. Ну, здравствуй, ноутбук-то. Нет, это не здесь. А где? Не. C3, верно?
И... И где? Ну-ка, ну-ка. А вот он. Аккуратнее, ну аккуратнее. Ну. Что это такое? Посмотрим, смогу ли я в него влезть. Та-дам! Та-дам! У него есть приложение «Найти мой телефон». Посмотрим, где ты, Тони. В поисках Тони. Пит, Привет, милая, как ты? Привет, дела? милая. По уши в информации о Симкарии. Тогда я по-быстрому. Зацепка была правильной. Я сейчас на пути к одному из воротил кувалды. Если кто и знает, где сейчас его босс, это он. Здорово. А один из подручных упомянул ловушку для Соболь. Как ты думаешь, о чем он? Я думаю, что кучка старомодных бандитов не может смириться с уверенной, сильной женщиной. Ну да. Прости, Пит, не хочу обидеть, но у меня дедлайн, так что... Да, конечно. Перезвоню. Нет, я не знаю, когда она появится. Нужно быть наготове. А вот и Тони. Думаю, нас маловато. Удвоить число. Ну так вызывай X-Bus. Почему я должен твою работу делать? Ладно, тогда давай так. Я передам боссу ровно то, что ты мне сейчас сказал. Чтобы он знал, к кому обращаться, если что-то пойдет не так. Чудесно. Я так и думал. Мы с тобой не торгуемся. Я говорю тебе... Ну подойди. Подойди, подойди. Ну, блин. Можешь поднять что-нибудь тяжелое? Обернись! Мой сын обожает. Я его собью! Хватит терять людей! Я тебя прости! Дави, гада! Слушай, паук! Это баба особая. Скажи ей, что мой босс хочет с ней переговорить. Я бы сказал. Но она меня не слушает. И не только меня. Дай мне его адрес. Стоп, откуда? А вот и слушает. Адрес! Коллекской билдинг. На крыше. Стой! Это же наверняка засада! Соболь, ты попадешь в ловушку! Мне все равно, лишь бы там был кувалда. Ты не понимаешь, я пытаюсь Она уберечь тебя от безбашенная. неприятностей. Абсолютно. Я о себе позабочусь. Еще какая безбашенная. Кувалда начал использовать прибамбасы проекта Олимп. Прибамбас. Знаю, Тогда ты в курсе, что он превратил себя в чудовище? В Кувалдштейна! потому и надо его остановить. Если ты угодишь в ловушку, то ничего не выйдет! Соболь, что ты творишь?
О, смотри-ка, западня. Если б ты только знала об этом заранее, да? Я справлюсь! Есть желание просто посмотреть со стороны, но это было бы мелочно. Ее поймали ее же техникой. Похоже, всю конструкцию питают Ой, генераторы. все, уже что-то пошло не по плану. Быстро ты. Ладно, как же мне ее вытащить? Например, вот так. Один готов. Как ты там держишься, Соболь? Или Сильвер? Как тебя называть? Готово. Никуда не уходи, пока я занимаюсь другими. Поняла? Не уходи. Смешные шутки. Знаешь, готово. Ладно, пора выбираться. Если мы останемся тут, кувалда придет сам. А это не самая лучшая идея. Привет, мой любимый стример, теперь я не уйду. Привет, мой новый зритель. Я рад, что ты к нам вернулся. И если ты и правда не уйдешь, то я буду еще более рад. Ой. Лучше убегай! Да что за хрень? Меняю позицию. Не обращай внимания, просто делай, что делаем. Блин, эти щитовики меня бесят. Тебе будет больно, сопляк! Очень бесит. Отстаньте, отстаньте, у меня одно хп. Смотрите, идиоты! О, бегут, бегут, смотрите, бегут ко мне. Захватываю цель. Навожусь. У меня тут еще есть! О, еще и этой артиллерии не хватало тут. Отлично. Капец, как тут выжить? И пулеметы, и щиты, и ракеты, и все подряд. Это вроде летает, что-то помогает, но что-то не чувствуется ее помощь. Можно нам уже отсюда убраться? О, опять Франкенштейн. Ну, скорее, кибер Франкенштейн уже. Увидимся в аду, жук! Тетка спешит на помощь. Два в одном! Ой, еще одна подруга. От кого ее я не ждал. Ну, точнее, ждал, но, наверное, где-то ближе к финалу DLC, а не сейчас.
без своего самолетика она уже не такая героическая. Ты жива? Ты правда думал, что я погибла? Нет, я был уверен, что нет. Как ты меня нашла? Так же, как и она. Берегись. У девушки проблемы с доверием. Как долго ты следила за мной? За нами? Достаточно, чтобы понять вашу ошибку. Кувалда стал слишком силен. Ты думаешь, у меня есть выбор? Вот. Стой. Что это? Все, что тебе нужно знать об этом жутком монстре. Прости за то, что было. Но теперь мы квиты. И еще одно. Его голова не такая крепкая, как кажется. Пока, Фелиция. Посмотрим, что тут. Зачищайте тайники Олимпа. А можно не надо. Я не хочу. Это же не обязательно. Я хочу по сюжетке, не хочу вот эти вот всю доп. Фигню делать. Я уже в основной кампании этой фигни наделался прям по уши. Уже тошнит. Обновите мне сюжет. Немедленно. Если они заперли Соболь на Спасибо. этой базе, украденный гуманитарный груз наверняка находится на других. Надо сказать об этом Дэвиду. Алло. Эй, Дэвид, это Паук. Кажется, я нашел гуманитарный груз, предназначавшийся для Симкарии. Отлично. Можешь прислать мне адреса? Тут только есть проблемка. Он находится в укрепленных точках, охраняемых психопатами с новейшим оружием и непробиваемой броней. Да, действительно проблемка. Сперва разведаю Маленькая. и сообщу тебе. Спасибо, человек. Малюсенькая. Я очень признателен за помощь. Я спать, хорошего стрима. Давай спокойной ночи, спасибо, что забежал. Забегай как-нибудь еще, будем рады И видеть. черной кошкой. Обычно она приносит неудачу. На других но не в стримах, этот на раз. других играх. Я знала, что она еще жива. Что она там делала? Спасала мой зад. И подсказала, где можно найти кувалду. Оказалось, он хранит всю награбленную технику под землей. Что? Как? Вот это я и выясню. Надеюсь, что и Соболь спасу, если она жива. Слушай, я все раскапываю материалы по Симкарии. История будет большая, и я считаю, что должна поучаствовать. Босс согласен. Стоп, ты едешь в Симкарию? Когда? Сегодня. Там все развивается очень быстро. Вы с Соболь разберетесь с кувалдой? Я вам не нужна? То, что ты не нужна нам, не означает, что ты не нужна мне. Мила, послушай. Другие страны игнорируют этот кризис. И наша тоже. Люди одни посреди войны, без всякой помощи. Если я опишу происходящее и донесу до остального мира, это может что-то изменить. Даже спасти жизни. Слова настоящей героини. Но меня беспокоит то, что ты отправляешься на войну. А ты в меня веришь? Ты же знаешь. Тогда хорошо. Поеду домой, соберу вещи. Позвоню тебе завтра, когда доберусь. Люблю тебя. И я тебя. Все меня покидают. Я уже по ней скучаю. Я тоже. Вход в логово должен быть где-то неподалеку. Видно под землей. Пришло время любителей спелеологии. Эффектно. Ну и запах тут. Надеюсь, Буэ. Соболь еще не успела нанюхаться этих паров. И если я смогу не намокнуть в процессе, то будет супер. Ну, не гарантирую. Привет! Крутота какая. Ты кому? Эй! О, вы только посмотрите. Сколько ж работы нужно, чтобы этот город не развалился. Круто. Никогда не взгляну на чистую воду, как раньше. Так, посмотрим, куда она ведет.
Кажется, там кирпичи шатаются. Отлично. Ну, вперед. Люди кувалды. Они обосновались на заброшенной станции метро. Надо разобраться с ними, а потом поискать Соболь. Поехали. Доброй ночи. Раз. Два. А чего? Ну, босс сказал, когда мы заберем дело у Соболь. Не знаю, сколько мы еще этих штук сможем сюда запихать. Что не так? Питание? Да, Три. Ой. Упс, ниндзя бы из меня не вышел. Ну, начало было хорошее, но что ж поделать. ну я до него доберусь. Ну доберись. Прибью, гада! Ты труп, понял? Чем он шарахнул? Ты у меня получишь! Хочешь кого-то покрепче? Мало тебе! Куда прешь, молот? Я не клоун, я паук. Так, вроде это все. Так, если я пойду вдоль кабелей, то наверняка найду, где они держат Соболь. Вряд ли тут. Вряд ли тут. Надо пойти вдоль кабелей. Куда тут пойдешь? Кажется, они как-то присосались к электросети метро. Что же мне делать? Надеюсь, что этот вагон не держит всю станцию. Есть. А кто тебе из Марвела больше Пойду по всего желтому нравится? проводу. Надеюсь, там не будет львов, тигров или медведей. Ты же вроде меня это уже спрашивал. Или это кто-то другой на вчерашнем стриме спрашивал? Ну, я точно отвечал, что Капитан Америка. Ой, Железный Человек. Фу ты. Подумал об одном, а сказал другое. Я про Мстителей. Здорово, ты меня помнишь? Помнишь, я на твоем стриме был? Помню, Нурик, привет. Привет тебе. Помню. Помню, ты играл в Звездные войны и еще Спайдермен. Да, Звездные войны мы уже прошли. И Человека-паука тоже уже почти прошли. Основную кампанию так точно. И 2 DLC. И вот сейчас 3-й DLC, уже последний. Надо Проходим. пойти вдоль кабелей. Кстати, сколько мы его уже прошли, надо глянуть. Уточнить, как я люблю. Может, мы уже где-то близимся к концу. И около половины, может. Да, мы уже близимся к концу. Закончим это DLC и будем прощаться с Человеком-пауком. До тех времен, когда и вернемся к следующей игре когда-то там, спустя перерыв какой-то. В один момент еще. За сколько ты взял PlayStation? Ой, я его взял еще 2 или 3 года назад.
Но я же сейчас не с PlayStation играю. Просто с геймпада. От него. И это был 4-й PlayStation, если что. Не 5-й. Точно, на всякий случай. Все, продолжаем. Может тут там 70к стоит? Не. Черт, туннель загорожен. Но я, наверное, смогу протиснуться. Сможешь протиснуться? А, ну давай. Теснись. Мешки для тел? Да уж, что-то не весело. А с этим-то что произошло? Как что произошло? Он умер внутри этой штуки, как и остальные. А кто это? Я не помню, как звали, вроде бы кузен Сэма. Хреново произошло. Не, просто выпал оттуда весь синий, видно задох... Что? У тебя тайм-аут. Боссу не понравится. Упс. Да дальше. Надо же его тут закончить и найти Соболь. Не просто их обезвредить. Что здесь? Ну все, обезвредил. Или что мне Похоже, делать? здесь находится центр их операций. Походу, да, надо было просто их обезвредить. Ранцы Соболя. С удовольствием бы посмотрел, как парни кувалды пытаются полетать на них в первый раз. XRT-89. Подземная бронемашина пехоты. Вот как она называется? Пф, уж лучше ковырятель. Согласен. Ого! Если кувалда заполучит эту штуковину, нам не поздоровится. Ты знаешь, что я подписан на телефоне моей сестры и моей мамы? Нет, не знаю. Та стерва меня чуть не убила. А ты говорил, что я буду неуязвим. Я сказал, почти неуязвим. Как-никак вы все еще человек. Тогда поработай над этим. Я не уверен, что понял вас. Все ты понял. Займись делом. Что еще можно посмотреть? Это все принадлежит Соболю? Да, но большая часть на экспорт. Что вы думаете, босс? Я думаю о том, как она захватила весь город всего за несколько дней. Тогда во время заварушки с дыханием дьявола? Да, дико это было. Не так уж дико, когда есть инструменты. Но у нас есть эти штуки-копалки. Недостаточно. Если нам нужно лучшее, то нам нужна она. Ага, ясно. И как мы это сделаем? Продолжайте у нее воровать. Она сама придет. Проект Олимп. Этим платформам нужно много электричества. Поэтому-то они и тянут его из метро. Я же сказал, что я просто изготавливал эти штуки, не я их придумал. Значит, мы взяли не того парня. Зато теперь у нас есть первый подопытный субъект. Нет! Нет! Нет, не делайте этого! Прошу! Просто дайте мне время, я во всем разберусь! Вот так-то лучше, приятель. Соболь, кажется, она Что там близко. происходит? Вот.
Ну давай. Есть лишь один путь наружу. Высокое напряжение, источные воды. Что может пойти не так? Если я что и понял об этом притоне, то только то, что Кувалде нужно меньше громил с пушками и больше инспекторов по охране труда. Вы только заколачиваете гвозди в крышку своего гроба! А ты боевая. Мне нравится. Вы от меня... Очень вовремя сел аккумулятор. Ты пришел за мной. Зачем? Потому что ты мне нужна. Я одиночка. И я так раньше говорил. Я знаю, что происходит в Симкарии и почему это для тебя так важно. Ничего ты не знаешь. Тебе только кажется. Чем я могу заслужить твое доверие? Слушай, я думаю, что знаю, как одолеть его, но один не справлюсь. Черт, она на свободе! План такой. Отлично. Хороший план. Я тебя закопаю! О, нет. Соболь, только не убивай никого, ладно? Это ты только... Они что, из этих колб вылазят? Еще не так получится. Прибью, гада! Думаешь, я тебя там не достану? Все. Партнер. Это было круто! Дай 5! Ты можешь Эх. победить Кувалду, так? Эй, я же сказал, дай 5. Ну нет, так нет. Здесь есть медицинские записи. В основном о пластине у него в голове. Черная сталь. Очень твердая, очень уязвима к... Нагрел. No. У меня идея. Я клянусь исполнить все, что ты решишь мне поручить. Я позвоню. Ай, Это считается? да! Ну, будем считать, что да. Думаю, надо заняться другими делами, пока жду Какими звонка. другими делами? Эй, а это что?
Нет никаких других дел. Что там опять? Что это за желтая штука? Это типа уличное искусство такое? Полицейский рапорт. Здесь кого-то убили во время ограбления, но ничего не украли. И еще магнитофон. Значит, у вас некий стресс в связи с работой. Вы пришли по адресу. Это моя специальность. Так мне сказали. Пожалуйста, расскажите подробнее о своих ощущениях. Ну, можно сказать, что я сам на себя давлю. Я хочу быть лучшим, и у меня очень требовательный босс. А что у вас за работа? Это ведь разговор только между нами, да? Конечно. Хорошо. Потому что если нет, то вы уже покойник. Здесь написано 1 из 9. Видимо, в городе есть и другие. Здесь еще есть список координат. Люблю охоту за сокровищами, но что-то мне подсказывает, что сундуков с золотом по этим адресам не будет. Ей, еще будем бегать, искать всякую фигню. Ну, здесь хотя бы не испытания дурацкие, которые я ненавижу. Кажется, я почти на месте преступления. Где? Визитная карточка нашего незнакомца. Куда? Перелет. Надо было же туда прям приклеить. Ну и как залезть? Эй, Питер! Просто сообщаю, что все еще дома. Рад слышать. Как дела? Я просто слушал полицейское радио, и по всему городу творится всякое без перерыва. Подавляет, да? Как ты это делаешь? В смысле, ты же не можешь быть везде? Помни, как говорила тетя Мэй. Помогаешь одному, помогаешь всем. Да, но я так и не понял, что она имела в виду. Майлз, помнишь ту даму, которая не так давно пришла в пир с 2 детьми? Которую только что выселили? Да. И после того, как она нашла работу и готовилась переехать на новое место, она мне сказала, как только я получу первую зарплату, то отправлюсь в пир сколько смогу. Значит, мы помогли ей, а она теперь помогает другим. Что-то вроде цепной реакции. Именно. Мэй была лучше всех, правда? Лучше всех. Я отправлю тебе адрес сразу, как только покончу с этим, так что будь готов. И принеси с собой те эжекторы. Наконец-то! Ей! Припоминаю, это последнее известное местонахождение информатора из Маджи. Он исчез пару месяцев назад. Что-то мне становится не по себе. Давайте прекратим сеанс. Подождите, пока у вас там... Не, опять не показывает. Простите, док, не хотел вас пугать. Просто паранойя разыгрывается. Опять же, из-за работы. Хорошо. Расскажите мне побольше о вашей работе. Опишите обычный день. Обычный день? Ну, начинается все с утра, когда я проверяю телефон и узнаю, кого босс сегодня заказал. По-быстрому завтракаю. Я стараюсь придерживаться кетогенной диеты, знаете такую? Дела у меня иногда бывают грязные, так что приходится идти домой отмываться. После полудня я иногда хожу в зал, потом обедаю. Простите, мы можем немного вернуться? Что именно означает «заказать»? Босс приказывает мне убивать людей, и я неплохо справляюсь. Резюме у меня приличное. Кажется, это какой-то головорез Маджи. Кажется, это тоже часть целого. Думаю, хорошо бы найти остальные. Раз уж их не так уж много, по идее, можно и найти все. Может, какую-то интересную историю там из этого услышим. Я уже рядом. Рядом, но не рядом.
Тому, кто создает эти инсталляции, очень нравится желтый цвет. О. Нашел. Послушаем, что там на записи. Что вы думаете, док? Но чисто клинически вы социопат. Не чувствуете раскаяния за свои действия, так что стресса у вас нет. Я сомневаюсь, что с вашим самочувствием что-то не так. Так зачем вы в самом деле ко мне пришли? А вы умные, это хорошо. Ладно, тогда я перейду сразу к делу. Делайте то, что я говорю, и ваша семья будет жить. Ого. Сразу к делу, значит? Хорошо. Я знаю, что вам тут нужно. И знал с первой секунды, когда вы вошли в эту дверь. А еще я знаю, что прежде чем я что-то сделаю для вас, вы сделаете кое-что для меня. Вот это поворот. Все эти места будто бы прикрытие для заказных убийств. И если тот парень с записи действительно головорез Маджи, то, скорее всего, он их всех и убил. Так, становится все интереснее и интереснее. Я готова. Встречаемся на базе. Я вот все хотел спросить. Откуда у тебя в городе база, о которой я не знаю? Ага, поговорили. Почему Быстро. она вечно меня обрывает? Может, она не специально. Может, это просто какой-то обрыв связи, и она ждет, что я ей перезвоню. Нет. Ну, или у нее просто деньги на телефоне закончились. Она Нет. наверняка использует международный роуминг. Нет. Дешево. No. А может, ей надо просто пистолеты почистить? Применим бритву Акама. Самое простое No. объяснение этому — она просто меня ненавидит. Да. Вот тут да. В логике нет ничего Бинго. веселого. Отсюда кто-то упал и разбился насмерть. Несчастный случай или нет? Или нет. На последней записи психолог поменялся ролями с парнем из Маджи. Снова здравствуйте. Присаживайтесь. Так вы принесли... Вот. Надеюсь, это избавит вас от финансовых проблем. Ага. Вне всякого сомнения. Спасибо. Так, полагаю, вы тут потому, что среди моих клиентов есть офицеры полиции. Совершенно верно. Но нас с моим боссом интересует только один из них. И кто же именно? Капитан Юрий Ватанабе. Юри? Как она с этим связана? Что-то мне не нравится развитие сюжета. Но придется слушать дальше. Так, мне становится уже очень интересно. Я хочу дослушать. Вот это куда интереснее и не так запарно, как те испытания. Нам нужно И интересно. об этой маньячке прямого Вот это я не эфира против по сделать. имени Не то, что те испытания. Мало того, Ненавижу что их. главной звездой ее балагана является этот сумасшедший Человек-паук, ее так называемое шоу подставляет под удар честных жителей Нью-Йорка лишь за тем, чтобы она могла набрать фолловеров, что бы это ни значило. Вы что, не видите, что ее нелепые трюки лишь следствие отчаянной жажды внимания? Да ну, друзья, не может быть. Просмотром ее шоу вы в прямом смысле вредите сами себе. Вы спросите, так что же нам тогда делать? Как вам идея? Лучше слушайте мое шоу, потому что хорошим людям правда не навредит. Это я хорошо значит. Запиши-ка это, Джаред. Используем потом в рекламе. Угу. Никого не слушайте, слушайте только меня. Гениально. Полиция сочла это самоубийством. Но Юри сомневалась. Жертва входила в криминальную семью Кувалды. На последней записи речь о фиксации бесед Юри с психологом. Вот досье капитана Ватанабе. Это все, что есть? Да. А вы ее сеансы записывали? Нет, я ничего не записываю. Это неэтично и незаконно. Придется записать ее следующий сеанс. И у босса есть ряд вопросов, которые вы ей зададите. Это же не проблема? Нет, не проблема. По-моему, мне нельзя это слушать. Но я не могу остановиться. Тот, кто все это оставил, был явно не согласен с выводами полиции. Так, осталось 4.
Один здесь, другой здесь, Ой. А, да, все правильно. Чё это я? Сейчас по-быстренькому соберем и обратно на сюжетку. Как круто, когда смотришь любимого ютубера и ешь чипсы. Приятнейшего аппетита тогда. И приятнейшего просмотра. Наслаждайтесь пока можете, а то мы скоро будем, наверное, заканчивать. То, как я смотрел, до конца сюжетки осталось чуть-чуть. Это я сейчас еще растягиваю немного вот этими вот записями, которые я летаю, собираю. И еще стрим немного растянется. Уже близко. Надеюсь, что это для меня оставляют не без причины. Юрий сказала, это сочли несчастным случаем. Пищевое отравление. Все рапорты датированы минувшим годом. Но в прошлом месяце Юрий взяла эти дела под свой контроль. Так что же, Юрий оставила все эти записи? Хорошо, Юрий, продолжим. Вы все еще чувствуете фиксацию на этом подозреваемом? Да. Иногда я чувствую, что почти поймала его. А иногда, что я никогда его не поймаю. Делаете дыхательные упражнения? Пытаюсь. Но... Я знаю, кто он. Я знаю, где он. И знаю, что он натворил. Но ничего не могу сделать. Нужны доказательства, по которым выдадут ордер. Это вас раздражает? Просто слов нет. Видимо, Юрий считает, что парень на записи и есть тот, кто убил всех тех людей. И может, она права. Следующий. Ведется преследование грузовика с опасным вооружением. У нас вызов из театрального квартала. Я уже рядом. И снова примечательный желтый. Диктофон должен быть где-то здесь. Это я помню. Смерть от удара током. Жертва имела связи с кувалдой. Юрий пыталась, но так и не смогла доказать злой умысел. На последней записи Юрий была не в себе. Просто слов нет. И все? Да, но мы еще поговорили немного о ее лекарствах, но... Когда следующий сеанс? А что? Какие у вас намерения? Я сделаю то, что мне прикажет мой босс. Черт, они пытаются добраться до Юри? Надо добраться до остальных адресов. Да, уже бегу. Осталось 2. На метро, конечно же. Эй, у меня деловое предложение. Вы все уже слышали об инциденте в Тауне с участием, конечно же, Человека-паука. И снова вся та же история. Конечно же, Человека-паука. Но на сей раз одним ситуацией. Мои источники сообщили, что босс Маджи и Кувалда превратился в, цитирую, полного киборга. Сначала робо-осьминоги, а теперь меха-Маджи. Что случилось со старыми добрыми деньками, когда преступники напяливали копеечную маску и пытались ограбить банк с игрушечным пистолетом? А я вам скажу, случился Человек-паук! Чё опять я? Да соберись ты, ёлки-палки. Господи. Внимание! Маджи угнала 2 бронемашины Соболя. Немедленно выезжайте в Челси. Прием. Ну что происходит? Спасибо. Опять рапорт и диктофон. Я почти не хочу слушать. Здесь недавно сбили пешехода.
Жертве предстояло дать показания против одного из людей Кувалды. Но виновного, конечно, так и не нашли. Ну, конечно. Дела попадаются все более свежие. Вот это было всего пару недель назад. Вы нервничаете. Но если бы шеф знал, что я работаю с вами под прикрытием, не могу потерять работу. Наверное, это мне нужно дыхательное упражнение. Надо же, как интересно. Не волнуйтесь, я ничего не расскажу. И вы отлично справляетесь. Выглядите как настоящий доктор. Ну, спасибо. Думаете, он знает, что у вас есть жучок? Если знает, он хорошо умеет врать. Он работает на Маджию. Конечно, он умеет врать. Вопрос в том, знает ли он, что врут ему. Думаю, завтра мы это выясним. Вы точно уверены? Если мы поймаем его за попытку убийства офицера полиции, он получит пожизненное. Юрия, что ты задумала? Нужно ее найти. Этот доктор прям двойной, тройной агент какой-то. Так, осталось последний. Не смотрите на меня так. Кажется, я близко к последнему месту преступления. Здесь была Юри. Так, и где папка? Юри рассказывала мне, что здесь кто-то утонул. У нее это вызвало подозрение, потому что погибший был пловцом. Приветствую. Вы готовы? Готовее некуда. На мне записывающее устройство, я еду в офис. Но сперва захвачу кофе. Ладно, как закончим, с меня выпивка. Жду не дождусь этого момента. Юри отстранена, но все равно не сдается. Это достойно уважения. Будьте добры, большой стакан кофе. Привет, док. А с кем это вы сейчас говорили? О, я... Нет. Нет, и зачем я это слушал? Новое побочное задание. Да вы что? Где? Где побочное задание? Звонок с неизвестного номера. Алло? Привет, партнер. Юрий? Встретимся на углу Мэдисон и 23-й. Надо Давно не виделись. Стой, стой, Юрий! Отключилась. После всего, что с ней случилось, Юрий, наверное, так страдает. Она ничего не делает без причины. Так зачем она устроила мне эту жуткую экскурсию? Наверное, она знает, где тот головорез. Я буду рад с ней увидеться. Может быть, даже помогу ей разобраться с происходящим. Давно не виделись, прямо с прошлого DLC. 100 лет прошло. Всем постам. Транспорт с техникой Соболя атакован Маджией. К нам поступил вызов из Намада. Стоп, что? Юрий, что ты наделала? Это головорез Маджии. Мертвый. И досье на всех его жертв. Он убил всех тех людей, но разве это значит, что он сам заслуживал смерти? Юрий. Я знаю, что ты скажешь, но сначала выслушай. Большую часть времени система работает. Но иногда она дает сбой, и для меня это неприемлемо. Некоторые верят в судьбу, в карму и так далее. Но я верю только в себя. Нельзя убивать людей, Юрий! Как видишь, можно. И знаешь что? Это приятно. Ты должна во всем признаться. В чем? Я восстановила справедливость. Настоящую. И сделала наш мир чуточку лучше. Юрий, ты мой друг. Не заставляй меня идти против тебя. Делай, что должен. И я буду поступать так же. Прощай, Человек-паук. Юрий! Что же мне делать? Теперь все понятно. Капец, минус То, еще как один я друг. пошлась с кувалдой. Ей это долгое время не давало покоя. Она всегда сдерживала эмоции. Это должно на ней сказываться.
Но она самый дотошный человек из всех, кого я знаю. Да, он был негодяем, но убить его — это чересчур. Она прям как наш знакомый доктор из оригинала. Сначала были друзья, а потом кто-то начал брендить. Пока окончательно не сбрендил. В этой области еще что-то есть. Какая-то активность, которая до сих пор мне недоступна. Их две. Когда же она там еще откроется, если мы уже почти к финалу идем? Йоу! Так, ну погнали. На финишную прямую. Займемся делом. Вперед! Ты где находится эта самая база? Ого! Твои игрушки гораздо круче, чем мои! Мне нравится эта невидимая летающая крепость. Но теперь, когда ее уже увидел весь Нью-Йорк, кувалда не заставит себя ждать. Я на это и рассчитываю. Работаем быстро. Здесь лазерный комплекс 5-го класса. Его надо откалибровать, чтобы не перегрелся. Нам повезло, у меня научная степень в калибровке. Поехали! Ух уж эти понты. С чего начать? Установи корпус на место. Сейчас. Ого, ничего. Ух уж эти понты. Корпус установлен. Все, готово. Еще не все. Оу. Нужно сбросить настройки целеуказания. Точняк. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Выйди Я из тем ангара более. и заберись на ближайшие трансмиттеры. Понятно. Тебе не кажется, что нам надо обсудить стратегию против кувалды? Здесь нечего обсуждать. Мы находим его и бьем лазером по пластине в его голове. Лазер нагреет углеродистую сталь, и у нее начнет меняться молекулярная структура. Он ослабеет, и тогда я смогу его вырубить. Это-то понятно. Но ты уверена, что у него не расплавятся мозги? Когда волк нападает на овцу, он рискует получить пулю от пастуха. Ясно. Что ж, пастух, просто помни, что я никого не убиваю. Мне кажется, и пофиг. Ну как оно? Тут ты никого не убиваешь. Проверим целеуказания и уровень энергии. Круто. Стой, тебе ведь не нужно будет стрелять в меня, да? Пока нет, но ты должен запустить Пока в нет? воздух, вот те А, цели. пока, ладно, Ага. хорошо. Пока нет. Значит, можно ждать удар в спину. Блин, прикол, если это было бы реально. Да уж. Ну, готово? Готово. И что дальше? Поехали! Лови! Яблочко! Пли! Еще несколько. Хорошо, это весело. Пошла Это еще тренировка. одна. Неплохо. Вот так в армии стреляют по тарелочкам? Можно еще хотя бы одну? Пожалуйста. Ты просто ребенок. Знаешь, внутри мы все по-своему дети. Ого! Возвращайся, нужно еще кое-что сделать. Уже иду. Нам нужно отрегулировать Гироскопический стабилизатор, чтобы вес лазера не нарушил балансировку. Иди к терминалу и дождись активации системы.
Система готова. Начинаю. Ладно, должно сработать. У нас гости. Вы двое теперь заодно? Мило. Но это вам не поможет. Босс. Соболь, мне бы не помешала помощь. Лазер полетел. Можешь починить? Пытаюсь. Ладно, я просто немного повальсирую с кувалдой. Пора перейти к личному. Готово. Спасибо вам за то, что вы указали мне на мои ошибки. Так, и готово. Теперь, когда я достиг совершенства, пора ставить. Соболь, что у тебя? Лазер работает. Держи его на месте. Наконец-то. Теперь подойду поближе. Неужели все еще не сдаетесь? Достойно. Но я все равно вас убью. Подкрепление сюда. Живо! Какое подкрепление? Они что, из-под воды вылезли? Получай! Мне надо быть еще быстрее. Куда еще быстрее? У меня руки, Смотрите, идиоты! пальцы с ума сходят уже. На геймпаде. Куда еще быстрее? Стало мало! Попробуй-ка уверни! А вот и увернулся, вот и увернулся. Ударить тебя головой. Хорошо. Классные игрушки, Сома! Жаль, что придется убить тебя! Я разберусь с этим. Хорошо дерешься, но мне ты не чита! Нельзя подставляться. Сейчас ты умрешь! Думаете, я это чувствую? А, я уже ничего Неуязвимый, да? Я так не думаю. Ты твердолобый. Во всех! вам не дам! Почтение ноль! Да сколько можно? Знаешь, кого я уважаю? Тех, у кого есть чувство меры. Бомбы на подходе. Черт. Промахнулась. Продолжай. Я сейчас тебе помогу. Я сброшу бомбы, а ты кидай их в него. Если Лови. Отлично. Нападай. Я иду за тобой, жук! Опять подкрепление приперлось. Да, попал. Пора перейти к личному. Его щиту конец. Неуязвимый, да? Я так не думаю. Где там ракеты? Делаю еще заход. Давай. Лови. Вот эта команда! Погляди! Я неуязвим! Не попадись ему. Ага, стараюсь. Так, теперь лазер. Удерживай его. Он оглушен. Это мой шанс. Голова, не боли! Вы двое союзники. Я дам вам шанс. Работайте на меня или умрите! Бомбы на подходе. Думаю, что выберу третий вариант. Щит слишком крепкий. Нужно вывести его из строя. А он быстрый. Тебя разукрасили! У него мини-друг!
Еще ракеты, пожалуйста. Готовься, я захожу. Давай. Да, гаджеты Пиу. помогут. Дубль! Я вижу! Сейчас! Они все лезут и лезут, 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 лезут. Моя паутина не пробьет его щит. Ты не подумал, куда лезешь? Соболь, координируем действия. Я сброшу бомбы, а ты кидай их в него! А я чем занимаюсь? Ты куда? Стреляй! Пытаюсь! Только не сейчас! Лазер вырубился! Стой! А-а-а. Я долго не выдержал! Держи его! Пальцы отвалятся сейчас. Готовься прыгать! Стой, стой! Куда? Мне кажется, это его не убило. Или убило. Было весело. Эй, как насчет ужина? Я знаю Кофе? отличную пиццерию. Кофе. Мне нужно в Симкарию. Ну да, у тебя же там война. Я не люблю войну. Но обязана помочь своему народу. Знаю. Это и делают герои. Я не герой. Но некоторым вещам научилась. Правда? Каким, например? Как ошеломить врага скверной шуткой. Ну, вообще-то, это классные шутки, но я понимаю, юмор субъективен. Человек-паук. Спасибо за все. Давай без этого. Ну, да, конечно. Ну, размечтался. Слушай, а ты меня обратно не подбросишь? Я бы доплыл, но потом от запаха реки не отделаешься! Ну, можно и так. Памяти Стэна Ли, который вдохновил нас стать великими, посвящается. Все. Последние третьи титры. Последнего третьего DLC. Вот они. Я поздравляю вас, поздравляю себя. Кто это видел, кто это может в записи будет смотреть. Как мы оригинальную игру прошли и увидели титры, как мы все 3 DLC проходили. Все трое титров посмотрели. И на этом заканчивается Человек-паук. Эта игра конкретно на моем канале. Сразу же после сцены, после титров. Готов?
Мне кажется, эжекторы немного жмут. Ты привыкнешь. Не отставай. Привыкай. Воу. Все. Теперь точно все. Поздравляем, вы завершили кампанию «Серебряный луч». На этом сага «Город, который никогда не спит» закончилась. Поздравляем, герой. Ладно, с кувалдой покончено. Но в городе все еще есть его люди. Паучок продолжает трудиться. Нет, это уже без меня. Я все. Как говорится, я все. Все, что я мог сделать, я все сделал. Ух ты, какой костюм. Блин, ну почему его дали прям в самый конец самого последнего DLC? Если бы его дали где-то еще в основной кампании, я бы за него побегал. Это прям Человек-паук-пират какой-то. Однорукий, одноглазый. Прикольный костюм. Ну не поворачивайся. Ой, ладно. Ну почему в самом конце дали, когда он уже нафиг не нужен, когда я уже все прошел? Что ж такое? Два костюма остались только не открытые. 3 точнее. Ну это из-за того, что в DLC там надо было все те испытания доделать до конца, но мне лень было. Ну и пофиг. Что тогда? Завтра стрим будет? Не знаю. Посмотрим. Я и не знал, что сегодня стрим будет. Прям точно. Не был уверен. Вплоть до вечера сегодняшнего только. Завтра, наверное, тоже так же будет. Вплоть до самого вечера я не буду знать, будет ли стрим. Если где-то вечером появится анонс, то значит будет. Не появится прям до самого позднего вечера, то значит не будет по-любому. Сегодня в Нью-Йорке отлично. Ой, ладно, послушаем еще его напоследок. Получил по заслугам, и кибернетика ему не помогла. Я даже воздам должное Человеку-пауку и Серебряному Соболю. Так или иначе, они нанесли последний удар. Однако, пока официальные СМИ распевают дифирамбы этим двум персонажам, позвольте мне выдать вам порцию фактов. Кувалда бы никогда не зашел так далеко, если бы Соболь не раскидала по городу кучу своего барахла. А про Человека-паука и говорить нечего. Это он раздул огонь войны банд и вынудил достойного капитана полиции уволиться. Так что, да, они расхлебали кашу, но ведь они сами ее и заварили. Ой, все. Ой, все, как говорится. Ладно. Этот стрим, я смотрю, почти 2 часа шел. Немножко подольше, чем второе DLC. Ну, что все равно было поменьше, чем первое DLC. Вот первое DLC по времени было самое длинное. И первое DLC мне понравилось больше всего. Третье DLC на втором месте, а второе DLC самое скучное было какое-то вообще. Как-то так. На этом мы с Человеком-пауком, как я уже говорил, прощаемся. Игру прошли, можно сказать. Кстати, по процентам кампании у нас как вышло? Вот, основная кампания 85%, ограбление первой DLC, то бишь 74%, второй DLC Войны банд 60% и третий DLC Серебряный луч 69%. Вот такая вот статистика по игре. Ну тогда пока, спокойной ночи. Да, давайте прощаться и с игрой, и вообще. Будем ждать, когда там пройдет какой-то период перерыва, и я снова вернусь к Человеку-пауку, и будем проходить Майлса Моралеса. А потом будет опять перерыв, и потом будет вторая часть когда-то там. Надеюсь, поскорее мы к этому всему придем. Но пока будет перерыв от Человека-паука какое-то время, пока следующие стримы будут по новым играм, по другим. У меня уже есть в планах что стримить дальше. Так что надеюсь, вам понравится. Ждите. Если будет завтра стрим, то завтра узнаете, что это. По крайней мере, одно из. Там не много вариантов,
что постримить дальше. Вот завтра, если будет стрим, то узнаете, что это одно из их вариантов. Все на этом. На этом хочу сказать спасибо всем, кто заходил на сегодняшний стрим, кто активничал в чате, кто смотрел или слушал молча стрим, может, а в чате не писал, кто ставил лайки, кто в запись этот стрим будет смотреть когда-то. Всем спасибо. Поздравляю вас еще раз, и меня, и вас тоже, с прохождением Человека-паука. Прощаемся с ним, а я прощаюсь с вами. Всем спокойной ночи, до встречи на следующих стримах, на следующих играх. Всем спокойной ночи и пока.